В холодной и беспощадной пустыне Арктики, где ледяная тишина поглощает все окружающее, маленькая рыбацкая шхуна вела свою привычную борьбу за улов. День был ясен, и солнце отражалось от бескрайних снежных просторов, создавая иллюзию бесконечности. Но этот день оказался не таким, как все остальные. Опытные рыбаки, привыкшие к суровым условиям и неожиданностям морей, столкнулись с чем-то, что заставило их сердца замереть от удивления и страха. На горизонте среди кристально чистых айсбергов они заметили нечто необычное. Небольшое черное пятно на гладкой поверхности одного из льдин. Сначала они подумали, что это просто скопление водорослей или кусок выброшенного на лед мусора, но по мере того, как они приближались, их удивление только росло. Чем ближе они подплывали, тем отчетливее понимали, что перед ними разворачивается нечто невероятное и пугающее. Ледяная пустыня преподнесла им сюрприз в виде огромного айсберга, на котором покоилась странная фигура. Первые мысли рыбаков были полны тревоги, ведь кто мог оказаться в столь недоступном и негостеприимном месте? Когда лодка приблизилась, они разглядели детали. Это была фигура человека, слегла наклонившегося и казавшегося неподвижным. Словно застывшая в вечности, она выглядела частью этого холода и льда. Рыбаки перебрасывались короткими фразами, стараясь понять, что делать дальше. Каждый из них понимал, что эта находка может оказаться началом невероятной истории, и никто не знал, ждут ли их впереди радостные открытия или шокирующие разгадки. Внутри у каждого зрело понимание: нельзя оставлять человека в беде, как бы странно и пугающе это ни выглядело. Скоро они смогли рассмотреть, что фигура принадлежала мужчине. Одетый в тяжелую зимнюю одежду, он выглядел как из другого времени и пространства. Его поза была непринужденной, но в то же время что-то в его облике настораживало. Кто он? Как оказался в этой невероятной середине льдов, вдалеке от любых населенных островков? Рыбаки знали, что иногда лед приносит странные гости, от редких зверей до забытых предметов прошлого. Но человек на айсберге — явление редкостное, если не сказать невозможное. Каждый из них чувствовал, что перед ними история, которую они запомнят на всю жизнь. От этого открытия веяло холодом, но и некой загадочной теплотой, пробуждая в сердцах желание понять и помочь. Настойчивое желание узнать, что произошло с этим странником, подталкивало их двигаться вперед. Но они не могли и представить, что за тайны скрывались за этой находкой и какие испытания их ждали впереди. Смогут ли они распутать эту загадку и вернуться домой с невероятной историей? Ситуация открывала перед ними множество вопросов, и каждый из них ощущал, что ответ на эти вопросы может изменить их жизнь навсегда. Этот день стал началом удивительного приключения, о котором они и не подозревали, когда выходили в море этим утром. И их ждал еще не один сюрприз впереди. Пока лодка осторожно маневрировала среди величественных айсбергов, напряжение в воздухе нарастало. Рыбаки, привыкшие к невероятным испытаниям и суровым условиям, сейчас сталкивались с самой непредсказуемой задачей из всех. Их сердца колотились от волнения, и каждой клеткой своего существа они ощущали опасность, скрытую в этой ледяной пустыне. Однако брошенный на произвол судьбы человек нуждался в помощи, и это осознание придавало им сил. Когда шхуна приблизилась настолько, что можно было разглядеть лицо странника, рыбаки увидели, что на его лице застыло тревожное спокойствие. Мужчина выглядел крепким, но его неподвижность настораживала. Казалось просто, что холод и ветер, терзающие ледяное пространство вокруг, были для него привычными спутниками. Рыбаки осознали, что промедление может стоить ему жизни, и действовать нужно было быстро. Один из них, самый отважный, приготовил веревку, другой проверил, насколько крепко держится лед. Они сознавали, что малейшая ошибка может оказаться фатальной. Айсберги непредсказуемы и могут в любой момент начать двигаться или даже треснуть. Тем не менее, желание спасти человека, оказавшегося в беде, было сильнее страха перед возможными опасностями. Они начали операцию спасения. Один из рыбаков, будучи наиболее опытным в таких делах, шагнул на лед, проверяя его на прочность. Каждый его шаг сопровождался треском под ногами, и это добавляло драматизма в происходящее. Напряжение достигло апогея, когда он наконец добрался до мужчины и понял, что тот еще жив, но без сознания. Подняв его на руки, рыбак почувствовал, насколько тяжелым и холодным оказался незнакомец. Его одежда была покрыта инеем, а кожа выглядела почти такой же бледной, как лед под ногами. Странник был явно на грани истощения, и каждая секунда промедления могла стать решающей. Поэтому, не теряя времени, рыбак аккуратно, но быстро понес его назад к лодке. Тем временем его товарищи готовили все необходимое для оказания первой помощи. Это был согласованный и отработанный процесс. Каждый знал свое дело и осознавал важность командной работы. Когда спасенный был доставлен на лодку и укрыт теплыми одеялами, рыбаки занялись его согреванием и старались привести в сознание. Мужчина медленно приходил в себя, его глаза начали открываться, и первое, что он увидел, были лица людей, которые окружили его с заботой и тревогой. Он попытался что-то сказать, но сухость в горле и слабость не давали произнести ни слова.
Однако его взгляд был полон благодарности, и рыбаки понимали, что их усилия были не напрасны. Ситуация все еще оставалась сложной. Они находились далеко от берега, и состояние новообретенного пассажира требовало профессиональной медицинской помощи. Но как бы ни были сложны обстоятельства, рыбаки знали, что сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. И впереди их ждали рассказы этого загадочного человека, возможно, проливающие свет на то, что привело его в эту ледяную ловушку. Теперь, когда непосредственная угроза миновала, внимание рыбаков переключилось на понимание того, что довело мужчину до такого состояния. Откуда он взялся в этой ледяной пустыне и какие события привели к столь необычному пересечению их жизней? Вопросы буквально витали в воздухе, пока лодка медленно, но неуклонно двигалась в направлении берега, где, возможно, и кроется разгадка этой невероятной истории. Мужчина, спасенный среди ледяной пустыни, постепенно обретал сознание. Его глаза, голубые как лед, медленно сфокусировались на лицах вокруг. Он выглядел озадаченным, но вскоре осознал, где находится. Рыбаки, собравшиеся вокруг него, с нетерпением ждали, когда он заговорит и раскроет загадку, которая продолжала будоражить их разум. Но прежде чем начать говорить, незнакомец закашлял, и рыбаки тут же поднесли ему теплую воду, чтобы смягчить горло, пересохшее от мороза. После нескольких жадных глотков мужчина смог произнести свои первые слова. Его голос, хотя и слегка дрожащий от холода, был глубоким и полным благодарности. Он представился как Андреас, путешественник, который отправился на поиски новых земель и знаний о неизвестных уголках мира. Его лицо осветилось кратким воспоминанием, когда он начал рассказывать свою невероятную историю. Андреас поведал, что он начал свое путешествие много недель назад, отправившись из далекого городка на северном побережье. Была организована небольшая экспедиция, членами которой стали опытные исследователи, мечтающие открыть новых животных и географические феномены. Их целью была новая, неизведанная земля, слухи о которой ходили среди моряков и ученых. Никто точно не знал, где она находится, но предполагалось, что ее можно отыскать среди ледяных просторов Арктики. Однако путь оказался куда сложнее, чем они предполагали. Правда, вначале все шло по плану, и экспедиция продвигалась вперед, исследуя каждую встречную льдину, записывая наблюдения и делая наброски. Но вскоре штормы стали более частыми, поставив корабль под угрозу крушения. Вся команда столкнулась с его свирепостью лицом к лицу, и однажды ночью, когда ветряные порывы достигли своей кульминации, Андреас и его товарищи были выброшены на различные маленькие островки айсбергов. Корабль, который служил им домом и защитой, исчез в пучине, унеся с собой надежду на быстрое возвращение домой. Наутро, когда шторм утих, Андреас обнаружил себя совершенно одного, окруженного ледяными глыбами, и ни одной живой души вокруг. Яркое солнце отражалось от поверхности льдов, ослепляя и нагнетая ощущение безысходности. Однако в его сердце не угасла надежда на спасение. Одна из самых сложных задач заключалась в том, чтобы выжить, пока не появится шанс на спасение. Андреас, полагаясь на накопленный опыт выживания в экстремальных условиях, сумел использовать ресурсы, которые предоставила сама природа. Небольшие количества пресной воды, собранное с растаявшего снега, и редкие, но съедобные водоросли. Он знал, что каждое неверное решение может стать последним, и потому принимал важные решения с предельной осторожностью. Время от времени оцепенение от холода сменялось минутами отчаяния, но воля к жизни брала верх. Он уже начал терять счет дням, когда на горизонте заметил движение. Нечто, что не могло принадлежать природе. Его сердце забилось в груди, словно дав сигнал к действию. Он использовал все оставшиеся силы, подал сигнал бедствия, размахивая руками и создавая контрастные знаки на льду. Этим он и привлек внимание рыбаков, которые стали его спасителями. Андреас закончил свой рассказ, в голосе его звучала смесь облегчения и скорби. Он не знал, что случилось с его товарищами, и в душе надеялся, что им удалось уцелеть и найти путь домой. Слушая его историю, рыбаки удивлялись мужеству и стойкости этого человека. И хотя они и спасли его, сам Андреас стал для них вдохновением, примером невероятного мужества и силы духа. Теперь, когда они все были в безопасности на пути к берегу, оставалось только одно – помочь Андреасу вернуться к нормальной жизни и, возможно, с нового дня начать новую, еще более удивительную главу своей жизни. Рыбаки знали, что их миссия еще не закончена, и что на берегу, в тепле обычной жизни, всем им предстоит разделить часть этой удивительной истории, чтобы вдохновить других и никогда не забывать о том, что человек способен преодолеть даже самую суровую природу, если его сердце полно стремления к жизни и надежды на чудо. Уставший, но с ясным сознанием, Андреас стоял перед рыбаками, которые только что совершили подвиг, вытянув его из ледяного плена. Теперь перед ним стояла другая задача – восстановить силы и выстоять в ожидании лучших времен. Этот человек, полуживой в условиях, которые способны сломить любого, вдруг осознал, что его борьба еще не завершилась. Пока лодка продолжала свой путь сквозь коварные льды, рыбаки старались окружить Андреаса вниманием и заботой. Они принесли ему теплую одежду, одеяло и простую, но сытную еду, чтобы подкрепить его силы.
Каждая минута была важна, ведь переохлаждение могло иметь серьезные последствия. Мужчина, чувствуя тепло и заботу, начал уверенно восстанавливаться, постепенно приходя в себя не только физически, но и морально. Андреас знал, что его история поражает своей драматичностью. Но для него это было еще и испытание, которое он прошел вместе с воспоминаниями о своей команде. Вспоминая каждую деталь их путешествия, он понимал, что не имеет права опускать руки, несмотря на все потери. Каждый день, проведенный в снежной пустыне, каждое решение и каждое действие – все было направлено на выживание. Эта борьба за жизнь стала его внутренним стержнем, на который он мог опереться даже в самые темные времена. Однако, несмотря на внешнюю поддержку и внимательное окружение, Андреас не мог забыть о тех, кто был с ним по другую сторону этой истории. Он не знал, что произошло с его друзьями и коллегами, разделившими с ним этот рискованный путь. Эта неизвестность не давала ему покоя, ведь каждый из них, подобно ему, мечтал открыть неизведанные земли и внести свой вклад в науку, в понимание этого холодного мира. Рыбаки, слушая его историю, не могли не проникнуться уважением и сочувствием к этому человеку. Каждый из них понимал, что, оказавшись во власти стихий, в одиночестве, наполненном отчаянием и надеждой, Андреас проявил невероятную стойкость духа. На фоне ледяных просторов его характер обрел особое значение как некий символ борьбы с непредсказуемыми и часто беспощадными капризами природы. Взгляды всех в лодке были прикованы к горизонту. Впереди их ждали береговые линии, теплоту которых они всем сердцем желали почувствовать как можно скорее. Путь к дому стал не просто физическим путешествием, а глубокой внутренней трансформацией для всех участников этой необычной морской истории. Каждый вздох Андреаса, каждый его шаг к выздоровлению отождествлялись с маленькой победой над суровой природой. Но бороться Андреасу предстояло не только со спасенными жизнями своих товарищей в мыслях. Его ждали впереди новые вызовы. Восстановление после столь экстремальных испытаний не всегда проходит безболезненно. Он знал, что восстановление физического состояния потребует времени и терпения, но он был готов к этому. Главное, что воля к жизни и уверенность в себе снова обрели свою силу, и это становилось его основным мотиватором. Вскоре впереди показались знакомые очертания берега. Рыбаки широко улыбнулись, осознавая, что большая часть их миссии завершена. Они спасли человека, который, в свою очередь, вдохновил их на свершение и напомнил о ценности жизни. Андреас поблагодарил каждого из них за возможность вернуться в теплый мир, в котором снова смогут звучать его мечты и планы. Этот день, полный испытаний и борьбы, стал началом новой истории, в центре которой человек, сумевший выстоять в жесточайших условиях, и спасатели, подарившие ему эту возможность. Впереди всех участников ждало нечто невероятное, о чем они, возможно, даже не подозревали. Ведь теперь история этого спасения будет передаваться из уст в уста, вдохновляя других не сдаваться перед лицом неизведанного и всегда верить в чудо. Айсберги Арктики, как настоящие хранители тайн, скрывают в своих глубинах множество неразгаданных загадок. Когда рыбаки спасли Андреаса, они не только помогли человеку, но и с головой окунулись в мир, где вчерашнее и позавчерашнее переплетаются в пугающем танце времени. Ледяные массы, возникшие за миллионы лет, способны запоминать события так же, как страницы древней книги сохранили чьи-то воспоминания. Порой эти замороженные хроники открывают свои тайны тем, кто готов заглянуть глубже. Одной из загадок, которую льды могут приоткрыть, является история загадочных путешественников, подобных Андреасу. Кто они? Какие следы оставили среди ледяных просторов? И каков был их путь? Ледяные глыбы иногда хранят даже осколки старинных кораблей или личные вещи, оставленные в суете бегства. Каждый найденный артефакт рассказывает свою историю. Истории мужества, открытий, а иногда и трагедий. Но нужно быть осторожными и внимательными, чтобы разгадать эти головоломки. В глубинах льдов могут скрываться не только физические свидетельства прошлых событий, но и загадочные изменения, происходящие с природой в последние десятилетия. Ученые всего мира ведут активные исследования, пытаясь понять, какие изменения происходят в климате и как они могут повлиять на будущее планеты. Льды Арктики служат своеобразным архивом, в котором запечатлены полярные циклы, концентрации углекислого газа, а также уровень температур в разные эпохи. Тем не менее, льды скрывают не только прошлое, но и самостоятельные опасности для тех, кто решится бросить вызов стихии. Неопытный путешественник может стать жертвой внезапного раскола, который быстро превращается в бушующую трещину, поглощающую все на своем пути. Именно такие капризы природы стали причиной многих трагедий, включая исчезновение целых экспедиций. Но для тех, кто считает себя достойным испытать ледяную мощь, каждый шаг вперед – это возможность стать частью великой истории. Дерзкие исследователи и искатели приключений, подобные Андреасу, движимы стремлением не просто пересекать ледяные преграды, но и оставлять следы на писаной белом пространстве. Иногда их находки укрепляют теории, которые до этого существовали лишь в догадках или преданиях. Ведутся поиски древних берегов и следов цивилизаций, которые могли существовать в тех местах, где сейчас правят воды и айсберги. Но тайны льдов привлекают не только ученых и искателей приключений.
Иногда они привлекают и тех, чьи намерения остаются во власти тьмы. Сокровища, спрятанные под вековыми слоями льда, могут стать целью для недобросовестных людей, готовых нарушить природное равновесие ради наживы. И хотя такие случаи редки, последствия их могут оказаться разрушительными как для природы, так и для самих искателей. Когда рыбаки услышали историю Андреаса, их сердца были поражены не только трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться, но и скрытыми подоплекой событий. Каждый из них осознал, что льды не только закаляют людей, но и формируют их судьбы. Они все больше понимали, как важно сохранить чистоту и равновесие в этом девственном уголке планеты ради будущих поколений. Это понимание вдохновило их еще больше ценить и заботиться о величественных айсбергах, направляя свои усилия на их защиту и сохранение. История Андреаса, его силы и мужества стала напоминанием о том, что приключения в мире льдов — это не просто туристические походы, а еще и глубокие внутренние изменения. Они формируют характер и открывают глаза на важность осознания и уважения перед необъятной и суровой природой. В умах рыбаков и Андреаса тайны, которые скрывались в глубине льдов, оставили неизгладимый след, вдохновив их на новые открытия. Теперь, стоя на пороге возвращения в привычный мир, каждый из них задавался вопросом, какие еще тайны спрятаны в ледяных просторах Арктики. Ведь каждое открытие — это лишь начало, и впереди ждет еще больше удивительных историй, пока скрытых от глаз, но точно готовых раскрыться тем, кто готов покорять и быть покоренным льдом. Когда рыбаки и Андреас наконец достигли безопасного берега, все еще гудя от пережитых испытаний, они не представляли себе, какие последствия ждут их впереди. Встреча с таинственным путешественником, найденным среди айсбергов, казалась волнующей страницей, перевернув которую они думали вернуться к спокойной жизни. Но история не закончилась с их прибытием на сушу. Она лишь собиралась развернуться в нечто гораздо большее. Первым последствием стало то, что история о спасении Андреаса быстро разошлась по окрестным деревням и городам. Местные жители, услышав о невероятной находке, приходили толпами, чтобы увидеть мужественного человека, который сражался с самой природой. Его стойкость и невероятная история о выживании послужили источником вдохновения для всех, кто жаждал чего-то большего, чем повседневная рутина. Вскоре Андреас стал местной легендой, его рассказы передавали от одного поколению к другому, став живым напоминанием о духе человеческой несломленности. Однако этот интерес имел и другую сторону. Ученые и исследователи со всего мира начали проявлять пристальное внимание к рассказу Андреаса. Они хотели понять, какие знания может принести его опыт и какие загадки скрывает Арктика. Его рассказы о загадочных айсбергах и условиях, в которых он оказался, стали темой обсуждения в научных кругах. Это привело к новым экспедициям и исследовательским проектам, цель которых — изучение климата и биологии арктических регионов. Но не все последствия оказались столь позитивными. Слухи о возможных богатствах, скрытых под льдами, привлекли внимание менее добросовестных охотников за сокровищами. Люди, движимые жаждой наживы, начали искать способы проникнуть в арктические регионы без должного уважения к природе и традициям тех, кто жил рядом с этими землями. Попытки нелегальной добычи ресурсов начали угрожать экологии региона, ставя под угрозу хрупкое равновесие жизни в этих суровых условиях. Это заставило местных жителей и правительство принять меры для защиты природы, осознавая, что история Андреаса может иметь более далеко идущие последствия, чем они могли предположить. Андреас, осознавший, какой эффект произвела его история, почувствовал ответственность за происходящее. Он стал защитником окружающей среды и активным участником общественных движений, направленных на сохранение природных богатств Арктики. Теперь он посвятил свою жизнь тому, чтобы предупредить людей об опасностях, которые кроются в разрушении экосистемы, и показать, как важно сохранять этот уникальный уголок планеты для будущих поколений. История с рыбаками, которые первыми услышали зов о помощи и протянули руку, также приобрела новое значение. Их поступок стал символом человечности и взаимопомощи, вдохновляя людей по всему миру на то, чтобы быть более внимательными к окружающим и не бояться протянуть руку помощи, даже когда кажется, что дело безнадежно. Они осознали, что их действия не просто спасли одну жизнь, но и оказали влияние на общую картину заботы о нашем общем доме – Земле. Со временем воздействие этой истории стало очевидным даже для тех, кто был далек от Арктики и ее проблем. Люди начали понимать, что наша планета — это единый организм, и каждая ее часть важна для выживания других. История Андреаса и его спасения рыбаками стала катализатором для изменения мировосприятия и понимания важности сотрудничества в борьбе с глобальными вызовами. В итоге, несмотря на трудности в это испытание, которые пришлось пройти Андреасу и его спасителям, их история стала маяком надежды и мотивации для всех, кто сталкивается с трудностями в жизни. Они показали, что даже в условиях, когда кажется, что нет выхода, всегда можно найти путь вперед.
Что, несмотря на все трудности и преграды, человек способен на подвиги, и его воля к жизни может изменить мир к лучшему. Так, в сердце арктических льдов родилась история, которая разлетелась по всему миру. Она вдохновила миллионы людей и продолжает вдохновлять до сих пор, напоминая нам всем о силе человечности и о том, что каждый из нас в силах сделать мир лучше, если мы готовы бороться за это и поддерживать друг друга в самые тяжелые моменты. И именно такие истории и поступки напоминают нам о нашей общей ответственности за судьбу планеты и ее обитателей.